С января 2005 года на свет вышла долгожданная игра Resident Evil 4, чья популярность была тогда больше всего достигнута на таких платформах, как PlayStation 2 и Nintendo GameCube, получив самые высокие оценки, что позволило ей стать настоящим хитом. И даже в нынешнее время ее ремейк, вышедший 24 марта этого года, превзошел все возможные ожидания игроков, поскольку стала одной из самых продаваемых серий одноименной франшизы. 4 миллиона копий игры за первые 2 недели были проданы максимально быстро. Конечно, такая популярная игра побудила раннеров не только поностальгировать, но и сию секунду искать все возможные стратегии, гличи и баги, чтобы узнать, насколько этот ремейк можно пройти быстрее от начала до самого конца. В этом видео я коротко расскажу вам о самых важных и значимых стратах и глюков и что наш обсуждаемый на сегодня раннер для этого сделал. Так что не закрывайте вкладку видео, потому что дальше будет только интереснее. Всем доброго времени суток, а мы с вами начинаем видео спидран на примере Resident Evil 4 Remake. Просьба досмотреть до конца. А пока ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы увидеть еще больше видео. Плюс не забудьте нажать на кнопку поделиться. Это также помогает продвижению на ютубе. Итак, для разбора спидрана мы с вами возьмем видео нового VR-холдера. Вы, наверное, подумали, что это американский спидранер Spicy TV, однако его уже успели опередить. И этот человек является его соотечественником, а имя ему Distortion 2. Давайте начнем все по порядку с режима игры профессионал, но пробежимся до нужного для нас места. В этом моменте Distortion байтит и уворачивается от зараженного, а на лестнице совершает трюк под названием Stair Skating. Данный прием позволяет добраться наверх чуть быстрее, нежели пешком. Дабы все получилось, раннер отпускает кнопку бега и прожимает клавишу присесть, а затем повторяет этот цикл после нажатия на бег еще раз, при этом поднимаясь вверх. А теперь на очереди стратегия, которая называется Village Fight. Distortion должен уничтожить большое количество деревенщин за короткое время до того момента, когда прозвенит колокол храма. На этой локации в первую очередь раннер с ножа избавляется от зараженной колхозницы, чтобы раньше времени она не подняла тревогу и не испортила страту. Затем между домами открывает огонь для начала сражения. Врываясь через левое окно, с бочки он забирает гранату, которая в свою очередь поможет ему в следующей комнате взорвать толпу жителей. При этом делает паузы, чтобы взрывная волна его не откинула. Несмотря на это, от многих он не избавился и для облегчения в настройках меняет кадры в секунду со 120 до 30, что позволяет Дисторшену мимо них легче проходить. Теперь он добегает к дому напротив, где на втором этаже хватает дробовик и уже вторую гранату. После этого выпрыгивает с окна на крышу, откуда кидает в толпу свой снаряд взрывной волны, спрыгивает, отстреливает двух и колокол начинает свой звон. За это время Distortion с хижины забирает необходимые предметы, а затем пропускает кат-сцену, означающую конец драки. Мы уже можем перейти к следующему заглавию. Что касается второй главы, то здесь нет ничего примечательного. Раннер лутает нужные итемы, проходит свой путь по чуть короткой дороге, берет сюжетные предметы для решения головоломок, под конец пускает снаряд дробовика в колхозника и забирает ключ. Так что переходим к следующей. На очереди теперь стратегия под названием The Lago Fight. Перед концом данного заглавия игроку предстоит встретиться с первым боссом игры, озерной тварью. Заливая бак топливом, которое он нашел еще на пути к озеру, раннер вновь меняет кадр в секунду со 120, но уже до 60. Эта фишка необходима для того, чтобы во время битвы с главарем волны не мешали ему попадать копьями в монстров. В противном случае, даже если совсем чуть-чуть игрок кинет в жидкость, то урон не засчитается. Дисторшену нужно убить рыбу за одну фазу, дабы под водой в дальнейшем она не хилилась и не продлевала забег. За 21 попадание раннер завершает битву и заглавие в том числе. Следующий на очереди 4 глава. На этом месте хочется подчеркнуть кое-что важное. Здесь он забирает нужные для продажи вещи, куриные яйца для хила, а также, внимание, золотое яйцо. Раннеру она еще пригодится. А для чего? Продолжаем смотреть, дальше будет интереснее. А вот тут Distortion за выполнение задания получает 2 шпинеля, которые он меняет на предмет элегантная маска, после украшая ее синими сапфирами, тем самым повышая ее стоимость в целях продажи торговцу. Продав пустой дробовик и другие ценности, включая спрей и смешанную траву, получает 101 630 песетов. За эти деньги покупает рифл и прицел для него, а также повышает его уровень мощности до 4 уровня, емкость патрона до 3 и скорость перезарядки до 2. А зачем он все это делает? Для битвы с мини-боссом. Теперь стратегия Village Gigante Fight. Для победы над Эль Гиганта Distortion с проапгрейденного рифла целится ему прямо в моську, так как по ней наносится большое количество дэмэджа, и со спины у громилы появляется ахиллесова пята, по которой раннер тратит свои патроны. Битва заканчивается после нескольких снарядов.
В конце данной главы Леон доходит до церкви и находит Эшли. Переходим к заглавию номер 5. В самом начале главы на поверхности лестницы раннер совершает трюк, названный как Church Skip. Для этого Distortion прижимает героя к углу и целится рифлом максимально в пол до самого низа и влево, не отпуская. Это позволяет Леону примерно наполовину выйти за пределы текстур. Затем нажимает на клавишу «Спрыгнуть», как только отпустит прицел. Таким образом и частичный выход за стену, и анимация спуска закидывает его в зал, позволяя выйти из церкви через главную дверь. Стратегия Cabin Fight в моменте дефа хижины с Луисом. Самое важное — это застрелить определенное количество деревенщин, чтобы с них начали падать доски и ими залатать окна на первом этаже. Впереди раннер убивает двоих, стоящих в ряд одновременно, слева одного, а сдалека справа в углу в бочку, взрывающая остальных. Distortion берет первые дощечки, уничтожает двоих зараженных, кидает в левое окно гранату, поскольку оттуда выбегает еще толпа и латает ее. Затем впереди раннер дожидается, пока двое не запрыгнут в хижину, так как у них после убийства дропаются еще доски, которыми закрывают остальные окна. После примерно через 15 секунд начинается уже вторая волна зараженных. Как только это началось, раннеру нужно убить 6 деревенщин, чтобы остановить их поток. После этого Distortion просто дожидается окончания волны и начала следующей катсцены. Переходим к 6 главе. Чуть позже, после начала данного заглавия, совершается стратегия Chainsaw Sister Skip. Перед этим хочу подчеркнуть, что в игре существуют критические выстрелы, наносящие врагам больше урона. По анимации всплеска крови можно понять, когда был нанесен крит. Несмотря на некоторые происходящие у раннера трудности, Distortion добивает с рифла зараженную с бензопилой, а именно ту, у которой зеленая юбка, так как с нее дропается сюжетный предмет рукоятка и непосредственно направляется в сторону двери. Но перед взаимодействием бросает флешку для того, чтобы застанить деревенщин, и только затем открывает проход. Следующий трюк у нас связан с босс-скипом, который называется Manda Skip. Здесь метод практически такой же, как и в Church Skip, только вместо рифла пистолет, а вместо лестницы торговая лавка. Помимо прочего, это еще и Out of Bounds, поскольку закидывая героя за текстуры, по определенному маршруту выходит уже в противоположную сторону здания, внутри которого по сюжету должен быть босс-файт. На пути мы можем увидеть модельку обращенного Мендеса. Здесь с ним никакого взаимодействия не происходит от слова совсем. Далее на очереди 7 глава. После нескольких шагов от начала заглавия совершается Cannon Skip. Раннер выстреливает через решетки в находящийся внутри здания противовес для быстрого поднятия пушки, которая пригодится для уничтожения двери в проход к следующей локации. Дальше внутри игрок пользуется трюком под названием Door Skip. Методика практически такая же, как и в Church Skip и в Manda Skip. Только тут, чтобы пройти сквозь дверь, раннер максимально прицеливается вниз, идя назад, и после того, как отпустит прицел, начинает вращать мышку в левую сторону. После нескольких попыток совершает данный глич. Заранее скажу, что Distortion будет применять этот трюк во многих местах, где есть дверь и где возможно это сделать. Продвигаемся к 8 главе. После долгой пробежки следующая не менее интересная фишка, именуемая Castle Gate Skip. Как только раннер поднимется вверх по лестнице и прицелится, то, если присмотреться, можно слегка заметить противовес, который держит перед нами ворота закрытыми. После нескольких выстрелов геймер попадает и путь открывается. Уже на другом месте Distortion ослепляет зараженных флешкой, а через узкую щель бросает гранату, чья взрывная волна дотрагивается до следующего противовеса. Это единственный самый простой способ открыть проход, так как выстрелом данный трюк сделать не получится. А теперь 9 глава. А здесь довольно интересная ситуация, называемая Godhead Skip. Раннер бросает гранату в сторону того балкончика. Как только взрыв произошел, Distortion спокойно проходит и забирает предмет Godhead. Что здесь произошло? Суть в том, что при соприкосновении с триггером в узком проходе начнется кат-сцена, в котором один из зараженных выйдет к балкону и спустит вниз Леона и Эшли, не позволяя взять сюжетный итем. Однако раннер, бросив туда гранату, взорвал неприятеля, и от этого то ли триггер исчезает, то ли перестает работать из-за отсутствия важного для себя элемента игры. Играя за компаньонку Леона, есть такая фича, как Ashley Clock Puzzle. Раннер лишь подходит к часам и просто переводит стрелки ровно на 7 часов без каких-либо разгадок, лишних прогулок и прочего. В режиме хардкор и профессионал решение пазла здесь одинаковое. Перешагнем теперь на 10 главу. Не менее интересная и даже удобная стратегия Double Горадор. После кат-сцены раннер сначала стреляет сдалека в одного слепого зараженного, а затем справа в колокол, чтобы все два Горадора на него наехали. Со стороны убирает монаха с косой, а гранатами, 3 мощными и одной простой,
взрывает наших шреддеров, забирая с них сюжетные предметы, рога единорога и открывает ворота. А теперь начнем с глитча под названием Depth Novice Skip. Перед тем, как совершить баг, Distortion пригнется, резко повернет в правую сторону и нажмет кнопку действия, дабы воспроизвести анимацию и выйти за пределы текстур. Таким образом, он сокращает свой путь и на другой локации взбирается вверх по лестнице. На подходе глава номер 11. Тактика El Gigante Fight 2. На этот раз раннер сталкивается сразу с двумя великанами. В бронированного кидает две мощные гранаты и одну простую, добивает бабочкой, целясь ему в физиономию и отправляет в нокаут. После байтит второго гиганта, ослепляет флешкой и посылает его плавать в глубины горячей лавы. Итак, некстом у нас глава 12. Далее на очереди Robo Salazar Skip. Особо нечего сказать, так как раннер выстреливает во взрывчатку на затылке робота, чтобы тот вокруг не полыхал огнем. Таким нехитрым способом Дисторшену не приходится уворачиваться от его атак. Затем тактика Salazar Fight во время битвы с самим Рамоном. А вот здесь раннер выстреливает дважды с рифла и, внимание, берет золотое яйцо, кидает в главаря, снимая с него, подчеркиваю, 70% от текущего хп и добивает его с бабочки, завершая сражение. Вот такой вот секрет против так называемого самого сложного босса в игре. Далее 13 глава. А теперь забавный трюк Turret Skip. Чтобы пройти без малейших проблем через опасное красное свечение турели, раннер чуть дальше от врага напротив кидает гранату таким образом, что взрыв бросает его вперед прямо в лазер пулемета. Это позволяет Дисторшену отвлечь вражеские снаряды на другую цель, без проблем пробежать через красный свет и открыть двери. Теперь глава 14. На этом месте игрок использует интересную стратегию под названием Krauser Running Dodge. Когда Краузер целится в бегущего Леона, раннер по таймингу вовремя приседает, чтобы задоджить каждый выстрел ему прилетаемый. При этом нет необходимости прятаться в укрытие, что достаточно хорошо сейвит ему время. Дальше у нас не менее интересная 15 глава. Здесь у нас вторая часть скипа, именуемая Turret Skip 2. Эта турель мешает новому другу на вертолете помочь Леону с сюжетом. Чтобы не мучиться и не взбираться ее ломать, раннеру надо лишь бросить в нее две гранаты, что в разы упрощает задачу. А теперь давайте перейдем к третьей части Turret Skip 3, а другой интересный глич, произошедший между ними, я расскажу вам после. Как и в первой, понадобится мясной щит, чтобы пройти мимо выстрелов. Для этого Distortion просто встанет перед лазером, дожидается нападения таракана и таким образом тот проталкивает Леона и берет на себя обойму пулемета. После потасовки Distortion возле пишущей машинки делает такой же трюк, как и в Door Skip. Он выходит за пределы текстур и падает вниз, однако приземляется на том же месте, где и совершил данный глич. А что потом и что это дает? После Turret Skip 3 и после того, как нашли Эшли, Distortion словно сумку несет ее на одной руке. Данный баг называется Jim Back Glitch. Таким образом, он движется быстрее, попутно скипая анимацию, которая происходит у стены напротив, и спотыкание Леона путем манипуляций с паузами. А теперь финальное заглавие. В заключительной главе раннер продает торговцу дорогостоящие и менее значимые для конечной цели предметы и оружие, и за 160 тысяч покупает Rocket Launcher и выкупает уже по дешевке пистолет Killer 7, слегка увеличив у второго мощность. Экипировав ракетницу, Distortion направляется к финальному боссу и уничтожает его с одного запуска. Но это еще не все. Capcom приготовила для геймеров еще и вторую стадию Лорда Садлера. Попутно уворачиваясь от щупальцев, раннер с киллера стреляет ему в самое ядро, дабы быстрее начала следующая катсцена, в которой Ада бросает Леону специальную ракетницу. Один запуск и битва на этом заканчивается. Теперь Леону и Эшли остается лишь сбежать с этого места, попутно уворачиваясь от оставшихся зараженных и запрыгнув на гидроцикл. Раннер доходит до финишной прямой, спрыгивает через последний трамплин и ран на этом заканчивается. Раннер Distortion 2 достиг мирового рекорда по категории Any% и под категорией Professional по внутриигровому времени 1 час 58 минут и 32 секунды. Поздравляем американского бегуна с достижением лучшего результата. Я желаю выразить свое благодарство людям, которые помогли мне найти информацию по спидрану ремейка. Это Микки Нелс и Макарокс, а также Дакадаку за помощь в находке помощников и Крогеру за поддержку канала, поделившись этим роликом. А теперь, пожалуйста, досмотрите ролик до конца. Я выражаю вам глубокую признательность, что вы посмотрели это видео. Те, кто забыл подписаться, нажимаем подписаться, колокольчик, поделиться и ставим лайки, чтобы видео продвигалось на просторах ютуба. А с вами был Рэш, до встречи и до следующего видео.